Всем привет, с вами Березовский. Добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile. Ребята, я уверен, что очень многие ждали этого теста. Нет, не так, даже не ждали, а реально упорно просили меня в комментариях и на стримах сделать этот тест. А я, естественно, слушаю свою аудиторию. Поэтому этот день, как говорится, наконец настал. Для начала хочу поблагодарить нашу Афину за то, что предоставила свой аккаунт для этого теста, ведь она реально нагибает рейтинг со снайперками, и поэтому у нее они вкачаны на полную. Итак, данный тест будет состоять из 3 частей. Первое. Я покажу цифры урона в таблицах так для обзорности для сравнения. Второе. Я наглядно покажу и объясню, почему DLQ считалась лучшей снайперкой во всех сезонах с точки зрения поражения врага. Ну и третья часть. Я покажу и объясню, как влияет боезапас на повышенный урон на 4 снайперки, у которых он есть. Это Арктика, Локус, Кило и XPR 50. Более подробно я поясню за Арктику и отвечу на вопрос, стоит ли ставить боезапас на нее. Далее, вот лично для меня самое значимое, как для ютубера, это Локус. Спойлер, боезапас реально работает на Локусе. Просто многим ютуберам, кто утверждает, что на Локусе не работает этот боезапас, нет эффекта и так далее, надо внимательнее проводить тесты. Не можете сделать нормальный тест? Ну, ребят, ну серьезно, ну не беритесь вы за это. Я против дезинформации своей аудитории. А далее после этого я покажу интересный момент на Кило, который лично меня смутил, и я так и не нашел на него ответа. В общем, ребята, устраивайтесь поудобнее, берите самый вкусный чай или поставьте вообще кофеек, возьмите вкусняшек, а мы начинаем. Начинаем, как всегда, с цифр в стоке. Здесь у нас Арктика, DLQ и Локус, и сразу видим, что эти снайперки ваншотят в голову, в грудь и в руку абсолютно на любой дистанции. И меня всегда волновал вопрос, почему во всех сезонах DLQ ваншотит чаще, чем остальные снайперки, но это я вам покажу чуть попозже. Можно ситуацию немного поправить, на Арктику повесить боезапас, и эффект будет прям очевидным, его все естественно заметили. А вот на Локус, повесив боезапас, эффект скрытый, и это я вам покажу чуть попозже. Далее у нас бандит и Кило. Видим, что бандит перестает ваншотить в руку уже на 30 метрах и на 40 соответственно. А вот Кило только на 40 и в руку. Видим далее у нас М21 EBR и XPR. Они не ваншотят, начиная с груди. То есть тут как бы понятно, у них скорострельность высокая. Но можно повесить боезапас на XPR. Далее, смотрите, я вам покажу, как обещал, кое-что с хитбоксами. Вот у нас Кило, смотрите, стреляем в грудь, ага, 110, то есть ваншот, ага, ваншот. И вот сюда стреляем в краешек, да, получается, хитбокса, именно в краешек как бы груди, состыковочка груди и живота, так скажем. И видим, что нет ваншота, ну, понятно, да, вы все по цифрам видите. Далее, ага, вот сюда, пониже, и вот сюда, прям вот, да, в каемочку, все, не ваншот, не ваншот, видите? То есть вот эта состыковка груди и живота, это уже конец одного хитбокса и начало другого. Оп, да, ну тут понятно, как бы, тут в принципе, да, без ваншотиков. Так, берем вот эту снайперку, давай, берись, давай, XPR. Ага, то же самое проверяем, ребятки. Сейчас покажу, расскажу и все поймете. Все поймете, я, видите, тоже, да? Ну понятно, она, это как бы не ваншотно и все. Тут, в принципе, понятно. Далее, да? Вот так вот берем. И самую каемочку. Оп. Вот сюда, да, ваншот. А вот в каемочку, вот сюда. В каемочку прям все, не ваншот, ребят. Вот, то есть четкий хитбокс. Прям четкая линия. Вот, да, краешек самый. Ну, вы видите, в принципе, понятно, я думаю. Наглядно. Так, оп, все, не ваншот, ребят. Самую каемочку. Оп, не ваншот. Вот, это у нас Локус, ребята. То есть, в основном сравниваю DLQ, Локус и Арктику. Теперь, ребятки, DLQ, смотрите, теперь DLQ. Вот в чем фокус, сейчас увидите. Вот грудь, понятно, ваншот, смотрите, ну 120. Далее, в каемочку, оп, ваншот, ребят. Ваншот, далее. Ваншот, далее. Ниже, ваншот. Далее, прям в пуговку, тоже ваншот. Вот, ребят, то есть вы догадываетесь, да, про что вообще я говорю и про что я имею в виду? К чему речь веду? Ваншот. Ниже спускаемся, ребят. Стреляем. Ваншот. Еще ниже, ребят. Ваншот. Еще чуть пониже. Уже не ваншот, ребят.
Теперь еще раз чуть повыше, сейчас получится тихонечко так, просто, блин, сенса чуть высокая. Такс, оп, ребят, все. Видели примерно где? Я сейчас покажу, сейчас нанесу, в общем-то говоря, вот такие хитбоксы. Вот, ребят, насколько преимущество у DLQ в стоке. Абсолютно разные хитбоксы, то есть у DLQ расширенный хитбокс груди. Грубо говоря, да, вот так можно обозначить. Вот почему DLQ была, есть и будет в стоке лучшей снайперской винтовки именно по поражению врага, по хитбоксам именно. Вот, ребят, какая. И для некоторых, я думаю, это полезно будет при выборе снайперской винтовки. Лично я сделал свой выбор именно в пользу DLQ. Смотрим дальше. И теперь мы с вами посмотрим, как влияет боезапас на урон на 4 снайперки в цифрах. Можно его поставить на Арктику, Локус, Килла и XPR 50, но влияет на каждую снайперку немного по-разному. Сразу поясню за цвета в этой таблице и за жирный шрифт. Светло-зеленый означает, ситуация по отношению к стоку не поменялась никак, то есть для убийства так и продолжается, да, одна пуля для убийства. А вот темно-зеленый означает, ситуация поменялась, что раньше в стоке нужно было 2 пули выпустить для убийства, а теперь всего лишь 1. То есть темно-зеленый это прям изменение супер. А жирный шрифт это в принципе просто по урону изменения, то есть любые изменения. Мы смотрим больше все-таки на зеленый и темно-зеленый цвет, потому что это гораздо важнее, считаю, да, что теперь 1 пуля для убийства. Так вот, ребятки, Арктика. Здесь ситуация и эффект прям очевиднейший. То есть мы смотрим, что теперь в любую часть тела, на любой дистанции будет ваншот. И казалось бы, на первый взгляд, это прям имба. Но, ребят, здесь придется кое-чем поплатиться, я вам покажу сейчас наглядно потом, чуть попозже. Вот такая Арктика. Если на Арктике эффект очевиднейший, то на Локусе далее смотрим. Эффект в цифрах вообще не виден. Получается, в руку, да, повышается урон, теперь 185, понятно, и в руку больше, чем в грудь урон. Но светло-зеленый цвет говорит о том, что ситуация не поменялась, потому что и так в руку ваншотила. И спрашивается, ну и зачем? И вот, короче говоря, на ютубе есть множество роликов под эгидой типа, типа разработчики, там вообще Локус, что за фокусы и так далее. Ребята, ну это такая дезинформация, ну вот из-за невнимательности. Не умеете вы делать эти тесты обзор, невнимательные вы, ну не делайте вы такие тесты, ну прошу, умоляю вас как коллега просто. Потому что на Локусе есть эффект, и боезапас работает, но этот эффект скрытый, я вам сейчас попозже покажу, в чем он заключается. Поэтому я такую дезинформацию не уважаю ни в коем случае. Далее, третье, Килла. Здесь у нас видно, что урон повышается в руку на всех дистанциях, он теперь 127. И если на 40 метрах, да, раньше там были проблемы у Килла, то теперь будет, понятное дело, да, вот так вот повышается урон. И теперь в руку будет ваншот, то есть я темно-зеленым выделил ваншот. Почему я выделил желтым, ребят? Потому что с Килла есть одна ситуация, которую я вам тоже сейчас попозже чуть покажу. Именно наглядно, да, на манекене. Очень спорная ситуация, я вот не могу для себя ответить на вопрос, что за фигня именно с Килла, именно при выстрелах в живот, в пояс, вот в этот хитбокс. Покажу, поэтому желтым выделил, чтобы под вопросиком как бы было. Далее, XPR 50, вот теперь с боезапасом XPR 50 ваншотит и в грудь. То есть неплохо, в принципе неплохо реально. Потому что раньше только в голову, теперь можно отстреливать в грудь с одной пули. Неплохо. Давайте наглядно все смотреть и разбираться. Начну пояснять сначала за XPR. С боезапасом на урон можно ваншотать теперь в грудь. Но в чем же подводный камень? Это сейчас стоковая сборка. Смотрите, какая скорострельность. То есть снайперка в стоке очень скорострельная. Реально, она очень высокая. Теперь смотрим с кастомной сборкой. О, все, видите? То есть скорострельность сильно снижается. Получается, вывод. Да, ваншотает в грудь. Но вы теперь, получается, расплачиваетесь скорострельностью и, соответственно, немножко отдачей. Смотрим дальше, ребята. Теперь поясню за Арктику. Это у нас стоковая сборка без боезапаса. Смотрите, скорострельность такая средняя и отдача, в принципе, тоже средняя. То есть умеренная, такая нормальная. Давайте еще раз посмотрим, чтобы это дело запомнить, да, так наглядно. То есть, ну, среднячок и отдача тоже среднячок, ничего такого. Вот, теперь смотрим кастомную сборку, то есть с боезапасом. Вход в прицел медленный. Отдача, смотрите, как вверх прям выбивает. И скорострельность низкая. Видали? То есть получается вывод, ребятки. Получается, вы за эти ваншоты в любую часть тела и так далее платите, первое, низкой скоростью прицеливания, второе, высокой офигенной отдачей, и третье, получается, да, это вы платите именно скорострельностью низкой. Вот и так, ребята, я бы 1000 раз подумал, брать боезапас или нет, потому что медленнее скорость прицеливания, отдача, да, там, вот это все такое, это большие минусы. Я бы 1000 раз подумал. Давайте дальше.
Теперь показываю момент скилла. Смотрите, стреляем вот сюда, да, как бы в каемочку 110, 110, чуть ниже, 85. Все четко, ребят. Хитбокс абсолютно четкий. Это была стоковая сборка без боезапаса. Все четко. Каемка, понятно, все. Хитбокс, это уже живот и хп снижается. Ну, урон снижается, понятно. Теперь смотрите. 110 с боезапасом, чуть ниже. Вот, ну, потихоньку спускаемся. 110. Каемочка, ну, чуть повыше каемочкой, вот сюда. 127. 110, 127. Вот этого я не понял. Вроде бы повышается, да, урон? Смотрите дальше. Вот сюда немножечко, давайте так, ровнее. В руку 127. Сюда 127. То есть получается урон как в руку. 127, 85. Я вот этого вообще не понял. Получается хитбокс грудь. Отдельно хитбокс, получается мини-поясок, там где надо подвязывать именно пояс, да, поняли? А еще ниже вот сюда, вот сюда. Нет, сейчас, еще пониже. Вот, 85. Я вообще этого прикола не понял. Почему, получается, образовывается новый хитбокс по центру? 85, смотрите. Вот сюда 127 в пуговку, 127. Почему на этом уровне урон как в руку? Я этого вообще не понял, и я не могу ответить на этот вопрос. То есть 127, а в грудь 120. То есть что это? Я не понимаю, ребят. Но все же, я вам показал, думаете сами, решайте сами, давайте дальше. Ну и напоследок, самое интересное и самое сладкое, на мой взгляд. Это Локус, поясняю за него. Стоковая сборка без боезапаса, проверяем хитбокс, да, вот эта каемочка, все, четко. Вот на границе вот этой каемки получается граница хитбокса, четко. Выше ваншот, а уже получается в пояс живот не ваншот. Все на стоковой сборке очень четко, все понятно. То есть тут вопросов нет, я вам показывал это и так на Локусе уже. Ну, в смысле, на Локусе в сравнении с DLQ. Вот тогда, когда DLQ, там расширенный хитбокс получается. Теперь, а что-то я затупил, сейчас, погодите, можно же эту кастомную-то отсюда взять, из набора. Теперь проверяем работу боезапаса. Ваншот, понятно, ваншот, да, каемка. Ваншот, ниже чуть ваншот, ниже чуть ваншот, ага. Опа-на! Пуговка! Ваншот! Чуть ниже. Ваншот, ребята. Чуть ниже вот сюда. Не ваншот. В серединку ваншот, ребята. Понимаете, к чему я клоню? Понимаете? То есть говорить о том, что боезапас не работает, это дикая невнимательность и просто некомпетентность в этих тестах. Ну не беритесь вы их делать и выкладывать ролики, если вы не разобрались в вопросе. Вот я не понимаю этого. Получается, ребят, вывод для тех, кто не понял, что я сейчас показываю. Ребята, боезапас на Локусе работает следующим образом. Первое, в руку повышается урон. Это понятно, это цифры, но не имеет значения, потому что и так до этого ваншотило. Далее, второе, самое главное. На Локусе боезапас расширяет хитбокс урона. Грудь, как бы хитбокс груди, понижается до уровня, который я вам показал на Локусе, на DLQ. Сейчас еще раз эту картинку покажу. Вот, ребята, четкая картинка. Получается, с боезапасом на урон у Локуса становится такой же хитбокс поражения, как у DLQ в стоке. Вот, ребята, как работает боезапас на урон. Еще раз для тех, кто не понял, боезапас на урон на Локусе работает следующим образом. Расширяется хитбокс поражения для ваншота на уровне DLQ, только в стоке, да, DLQ. Вот, ребята, как работает. Я надеюсь, все это для вас было полезным и не зря. Я надеюсь, ты принес мне лайк и влепишь его прямо сейчас, напишешь в комментарии, что ты в шоке, удивлен, и это тебе помогло в выборе. А я, конечно же, буду дальше пилить годный контент. Огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо за поддержку. И всем до новых встреч. С вами был, есть и будет профессор Березовский. Всем пока-пока.